О, это я. До того, как начал отжиматься, каждый день по 100 раз. Видны ли большие накачанные руки, превосходный трицепс? Нет. А что будет, если я начну отжиматься каждый день на протяжении, к примеру, 30 дней? Например, 100 раз. Все, что я хочу, это накачанные и привлекательные руки. У меня два выбора. Каждый день заниматься спортом, либо же смотреть телевизор, лежа на диване. По непонятным причинам я подумал, что лучшим вариантом будет именно первый. Ну а вообще, что из этого вышло, вы можете увидеть на протяжении всего видеоролика. Смотрите, народ, как тиктокеры обманывают людей. Да, и я сюда не сяду. Так. Да. Ну. Это 100 отжиманий каждый день на протяжении 3 месяцев. Я решил кинуть себе этот вызов, так как я очень сильно хотел накачать себе руки. Согласитесь, хорошо накачанные руки мужчины, это просто выглядит изящно, шикарно, блестяще и умопомрачительно. Я сразу же первым делом хочу отметить то, что не было ни одного дня, чтобы я не сделал правильное количество отжиманий, то есть 100. Я абсолютно сделал каждый день, не приседая, потому что я понимал, что если я сделаю все так, как запланировал, я получу тот результат, который я желаю достичь. Стареешь, Вова. 19 всего раз. Серьезно? Ни одного дня не было такого, что ай, сегодня лень, ладно, завтра сделаю больше, чем сегодня. Нет, я делал все по графику, строго по графику. Абсолютно 100 отжиманий каждый день на протяжении 3 месяцев. Стареешь, Вова. Раньше ты отжимался вообще одной рукой, а второй уже деньги за это получал. Когда я кидал себе данный вызов, я на самом деле думал, будет немножечко легче. Все-таки это же всего лишь отжимание, это там не подтягивание на турнике, либо что-то еще. Но все-таки оказалось, конечно же, сложнее, чем я думал. На самом деле в первые дни было достаточно легко, особенно в самый первый день. Во второй потяжелее, в третий еще тяжелее, и в четвертый, соответственно, еще тяжелее. Но потихонечку организм привыкал к таким нагрузкам, и каждый день был как совершенно обычный день для меня. Все-таки все мы знаем, что мы в плену привычек. Я где-то читал, что нужен 21 день, чтобы выработать привычку. Но на самом деле я бы не согласился с этим утверждением, так как мне на это понадобилось больше месяца, даже больше, чем 1,5 месяца. И не только на эту привычку, но и на остальные, например, как чтение, хороший режим, каждый день читать определенное количество слов иностранных, там 10-15 минут, а то и больше, конечно же, бывало. Так что я рекомендую осилить первые 2 месяца, дальше все пойдет как по маслу. И для вас каждый день будет как обычный, совершенно ничем не отличающийся от обычных других дней. Исходные данные моих рук вы можете видеть на своих экранах. Достаточно такие худенькие ручки, да, согласитесь. Но дальше, если я буду качаться, то вы увидите конечный результат и действительно этому удивитесь. Вы просто меня не узнаете на самом деле. И это всего лишь 100 отжиманий. Я взял именно это число, чтобы оно было не сильно сложным и не сильно легким, чтобы даже вы его могли спокойненько взять и попробовать. На самом деле многие не знают, что сон является очень важным вообще компонентом, когда вы действительно хотите накачаться. Важно понимать, что сон очень полезен для здоровья. Сон способствует укреплению иммунитета, а он в свою очередь уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, возникновения депрессии и слабости. Хороший сон продлевает жизнь. Здоровый сон длится вообще от 6 до 8 часов. Взрослым, как правило, иногда нужно меньше времени, чтобы полноценно выспаться и, соответственно, восстановиться. На самом деле это просто обычные цифры, вы должны сами для себя понимать, как вы себя чувствуете, ощущаете и подстраиваться под свой организм и под свои ощущения. Знаете, кстати, некоторые говорят, что «Ой, у меня чего-то нет настроения», но нет, у вас нету просто желания. Потому что если бы вы очень сильно этого желали, очень сильно бы хотели этого, вы бы по-любому этого бы достигли и осилили это бы. Поэтому все, что вас может остановить, это не только сердце, но и отсутствие желания. Согласитесь, если человек очень сильно желает, прям вообще ему это очень сильно нужно, желание максимальное хорошее есть, как бы это сложно не было, начните хотя бы это хотеть. Знаете, еще такое чувство, вот после трудоемкого труда вы пошли отдыхать, я не знаю, там, кушать, смотреть сериал, посмотреть фильмчик. И как же это приятно, это бесценное чувство, когда вы очень сильно устали и просто отдыхаете. Лучше, чем просто отдыхаете, согласитесь. Вы должны это испытать, это чувство бесценно. Вот мы, кстати, плавненько и перешли к питанию. По поводу питания, без правильного питания вы не добьетесь желаемых результатов. Вообще я решил перейти на сыроедение, затем я решил перейти на веганство, и в итоге я сейчас являюсь веганом.
То есть я не ем мясо, а также продукты животного происхождения. То есть это включая молоко, творог, сыр и тому подобное и так далее. На самом деле вообще легко живется. Я по своей природе вообще не особо люблю творог. Я его вообще даже не люблю. Я его не помню, когда ел в последний раз. И в детстве я его очень редко ел. Хотя мне действительно нужно было есть, потому что я занимался футболом. Но желания вообще не было, знаете. Даже совмещал там со сладостями. И то сложно его есть. Но он невкусный, не знаю, вообще не мое, если честно. Сметану я вообще не ел отдельно. Ну, только если со супом, то я ее ел. Это только единственный случай, когда я ел. Сыр я как-то не приучен был есть его. Ну, не знаю, ну, так уж сложилось как-то, не знаю. Мясо? Ну, я бы не сказал, что я такой уже лютый мясоед. Но на самом деле мясо я достаточно сильно люблю. Все-таки жареное, знаете, вкусно бывает. Но не так, чтобы, о, я без мяса жить не смогу. Help. Нет, такого вообще на самом деле нету. Поэтому от него отказаться было на самом деле вообще легко. Вообще, грубо говоря, я питался овощами, фруктами, зерновыми, там, крупами. Вообще, примерно мой рацион питания состоял примерно из всего этого. Орехи. Это арахис, фундук, фисташки, но чаще всего именно арахис, потому что он сам дешевый. Бананы, некоторые фрукты, такие как нектаринки, персики, апельсины, яблоки крайне редко, потому что нет любви к ним. Картошка, гречневая каша, рис, овсяная каша, конечно же на воде, конечно же не на молоке, потому что молоко является продуктом животного происхождения, что неприемлемо для моего... Что неприемлемо для моего питания. Огурцы, помидоры, петрушка, укроп, брокколи, стручковая фасоль, грибы, морковь, лук, ну и, собственно говоря, все. Это все, что я ел на протяжении примерно 9-8 месяцев, включая те 3 месяца, когда я качался. Заметьте, нету продуктов, которые богаты кальцием. Но как без кальция, без белка вообще достичь результата? Это невозможно. Ну, чего я достиг, вы сами все увидите. Наверное, я хочу отметить самый продукт, который я максимально много ел, это арахис. Я его покупал в магазине через 2 дороги, 3, может даже дорожки. Ходил где-то 15 минут и покупал его килограммами. Ну, на запас, знаете, я его почти каждый день ем, на самом деле. Это не совсем, наверное, хорошо. Точнее, даже не то, чтобы, наверное, это действительно не очень хорошо. Я его жарю и кушаю там, бывает, с медом, с бананами, с фруктами, в общем. Раньше там ел с персиками, но сейчас уже не сезон. И в итоге начал есть как-то с виноградом. После, на самом деле, персиков и винограда вообще яблоко так не хочется. У нас яблок много, но, если честно, если сравнивать яблоко с виноградом, с персиком, то яблоко такое невкусное, если честно. Я вообще яблоки не люблю, только вот зеленые, знаете, бывают такие... Сложно описать вкус, ну, в общем, красные я вообще не люблю. Хотя некоторые яблоки достаточно вкусными являются, надо поискать еще, конечно, хорошенько. Еще как-то начал рыбу есть. Я вообще раньше в детстве рыбу не ел. Мне она казалась какой-то невкусной. Я помню в садике, в детском садике, давали какую-то рыбу, она действительно была хорошая. Вообще в садике так вкусно кормили, не знаю почему и как это связано. Не сказал бы я, что лучше, чем у мамы, но не сказать, что и худше, чем у мамы на самом деле. В общем, я начал рыбу есть, и она мне очень сильно нравится. Я прошу маму ее часто сделать. Я ее часто ем на самом деле на ночь. Потому что она переваривается как бы долго, это более тяжелый такой продукт относительно фруктов, овощей. Именно поэтому я, например, могу ее поесть даже перед учебой, потому что я на учебу могу вообще отлучиться на 5, 6, а то и 7 часов. В итоге это идеальное время перед учебой, чтобы поесть такой тяжелый продукт, как рыба. За все время, за все месяцы, пока я являлся веганом, я сделал пару исключений для себя. Первое исключение, которое вступило в силу, это употребление рыбы. Затем, спустя пару месяцев, даже недель, я принял решение, что буду питаться также еще с одним исключением, а именно с куриными яйцами, потому что я так решил. Ну и на самом деле все, только 2 единственных исключения, которые действительно мне показались очень важными для меня и для моих мышц. Ну, уже прошел месяц и 1 неделя. Посмотрите на результат. Вот как вы думаете, вообще есть результат или нет? Вроде бы немножко вырисовывается рельеф мышц. Виден немного трицепс, в некоторых моментах даже просвечивается бицепс, если так, ну, хорошо, знаете, подобрать ракурс и вообще мышцы подобрать еще лучше хорошо. В общем, что хочу сказать. Результат уже на глаза есть. Не нужно лупу, но уже же видно. Вот видите, мышцы есть, да? Но это даже не половина пути. Возможно, то, что если я пройду еще половину пути, в 2 раза лучше будет. Но будет ли это так? Это еще остается вопросом. И чтобы дать на него ответ, смотрите дальше. Ну и так как у меня есть родной брат, я воспользовался возможностью этой. И попросил вообще его оценить мои мышцы. Все-таки важно не только мое мнение, но и мнение окружающих. Егор, смотри ко мне мышцы. Смотри. Нормально? Да, видно. Видно? Класс, да?
Не, вообще класс. Да? Я даже не занимался. Да? Я только ел бутерброды. С колбасой. Молодец. Ну и пока гуляю летом, почему бы не похвастаться перед малыми? Начинается жалеть. Ой, а что, кому показать мои мышцы на руке? Мне. Показывай за раз. Щипается. Покажи, посмотри мои мышцы. Жди. Ой, жестко. Ну что, перед твоими глазами результат за 3 месяца. Прямо сейчас вы увидите, есть ли вообще смысл заниматься спортом. Что скажете вообще? На самом деле не тратьте время на это. Полнейшая фигня.